Всем доброго вечера. Вопреки традициям снимаю вечером. Сейчас нашла время и решила снять еще одну часть вопроса ведьме. Уже говорила и повторяюсь, что это вопросы собранные, которые я собираю под роликами. Это вопросы наших хейтеров. Ну, не прям вопросы, но вот они там о чем-то говорят. И я это перевожу в вопросы и объясняю людям. То есть я минус превращаю в плюс. Их тупость тоже нам служит и помогает. Например, прояснить определенные вопросы, не раскрытые, тайны. И советую всем посмотреть серию роликов «Вопросы ведьме», потому что очень много нужного вы для себя узнаете. Итак, начнем. Если человек принес домой какую-то вещь, которая побывала на кладбищенской земле, возможно ли, что удастся избежать какие-либо негативные последствия? Иными словами, может, пронесет? Нет, не пронесет, и последствия будут наверняка. Первое. Хочу сказать, что есть определенные люди, которые совершенно не разбираются в магии, но у них очень большое желание накидать на себя пуху и вот это вот показывать таинственность. И эти люди нацелены на могилы, кладбища, могилы. А ведь кроме могилы и кладбища существуют и другие, скажем так, направления магии, не менее сильные. Вообще кладбищенская и могильная вот эта вот магия, она в основном, можно сказать, пошло от христианства. Это одна ветвь христианства, потому что кладбища появились с принятием христианства. До этого сжигали тела умерших, освобождая их сразу же, их душу. Потому что если от тела ничего не остается, то душа уходит. Но сейчас мы возвращаемся потихоньку, кстати, к этой практике крематории, потому что места уже нет. И эти кладбища, они иногда десятками лет без ухода, без должного внимания родственников и прочее. Мертвых уже хоронят друг на друге, и чтобы такого не было, начали внедрять активно крематории. Я считаю это правильным. Это освобождение души. То есть могильная кладбищенская магия появилась значительно позже. Это молодая ветвь магии. Но есть более древние, более сильные направления, которые имеют более такой опыт и историю, прошли. Поэтому не обязательно все через кладбище, и не самая сильная часть магии, еще раз повторюсь. Что касается могильных предметов, вот любой предмет кладбищенский, он носитель определенной силы смерти, и как эта сила отразится на человеке, неизвестно. Почему говорю так? Потому что, например, у меня дома есть волосы мертвых, путы, пятаки с глаз мертвых. Если мне нужно соединяться с миром мертвых в более тесном контакте, я просто эти пятаки кладу себе на глаза и ложусь. Я не думаю, что кто-то это решится сделать, правда? Но мне это не вредит. Мне не вредит, потому как у меня энергия давно привыкла к этим силам, и они меня знают. Я работаю в этой сфере. Это работа. Это такая же работа и профессия, как и все профессии. Не каждый, кто прочитал пару книг или купил таро, может назвать себя ведьмой или колдуном, практиком и прочее.
Но и я очень бережно и с уважением отношусь к этим силам, атрибутам магии смерти. И не всегда рискую, если чувствую, что не надо сейчас, могу этого не делать. А люди, которые не имеют никакого отношения к магии, люди, которые знать не знают, люди, которые никогда не сталкивались с кладбищенскими бесами, они есть. И эти люди начинают, покупают амулеты, талисманы и прочее, которые заряжались на кладбище. Якобы они вбирают какую-то силу, энергию, не знаю, мертвого мира, не знаю, как они это объясняют. У меня нет объяснения этому всему. Что происходит? Первым делом финансы останавливаются. Просто начинается мертвая жизнь. Второе. Это привязка определенных духов. И на кладбище, как правило, привязываются к людям и к предметам духи неупокоенные. То есть это самоубийцы, это убийцы, воры, ну кто угодно. Преступные элементы, которые и после смерти не нашли покоя, и они привязываются к этим предметам. То есть, по сути, вы приносите к себе домой неупокоенную душу. А этой душе неупокоенной нужна энергия. И эту энергию он будет получать от вас, от ваших близких, от ваших детей, забирая ваше здоровье, значит, напуская на вас кошмары и прочее, прочее. Кладбищенский предмет – это бомба замедленного действия. Это то же самое, что землю из кладбища принесут и посыпят рядом с вашей кроватью, рядом с входной дверью, и вы будете перешагивать, ходить через это. Ну, оно будет забирать вашу силу, энергию. Если привязана еще и мертвая душа к нему, то еще хуже. И вот начинается зазыв. То есть они зазывают таких же, как они, в ваш дом. Ну, чем это закончится? Финансовым крахом, разводом, может, смертью, может, разорением, может, болезнями постоянно, депрессией, нежеланием жить и так далее. Мы знаем несколько таких историй, где, ну, например, жена Пороховщикова, во-первых, они купили дом, ну, как взяли в аренду на там 50 или 80 лет. Это дом его деда. Он знал, что это их родовой дом, хотя там было место, где пытали людей. Это подвалы НКВД. Там и умирали люди. То есть это проклятый уже дом был. Это некая такая воронка, которую нельзя было покупать. Но они взяли этот дом. И, кроме всего прочего, она была женщина со странностями, приносила могильную землю из могилы, значит, своей любимой собаки, из могилы мамы Пороховщикова. И у нее там в доме зажигала свечи над этой могильной землей. И со временем постепенно начала сходить с ума. Начала, значит, у них начались между собой ненависть, злость, значит, потом эта воронка закрутилась, еще хуже стало. Так, извиняюсь, немного меня отвлекли. Мы просто созвонились в чате своем с родственниками. Мои сестренки, брат, с которыми росли. Пока поговорили, и потом решила продолжить лекцию. Так. Вещи. Ну, я уже объяснила. Мне кажется, больше объяснять не нужно. Даже если свою вещь забыли на кладбище, лучше его не брать и не вернуть домой. Что бы это ни было. Оно уже пропитано энергией смерти. А энергия смерти – это остановка всего. Если не обязательно кто-то умрет, то
обязательно кто-то заболеет, обязательно в доме нарушится покой, начнутся болезни, начнутся денежные проблемы, начнутся ходьба призраков и многое другое нехорошее. Кладбище. Кладбище – это место обитания духов, не всегда добрых. Ну, потому что там в основном остаются неупокоенные. Есть, конечно, и хозяйка кладбища, и хозяин кладбища. Они там остаются, некоторые люди, которые якобы занимаются магией, утверждают, что их нет. Они есть, конечно. Это вне сомнения, я вас уверяю. Я много раз сталкивалась с их силой и с их присутствием. В виде теней, в виде того, как за тобой ходят кошки и собаки, которые непонятно откуда возникли. И, кроме всего прочего, что они тебя слышат. Они показывают ту могилу, которую ты хочешь, именную могилу находят по возрасту, да и вообще ведут тебя туда, куда надо. Это духи. Духи, которых отправляют на кладбище для того, чтобы они стерегли покой мертвых. Но, кроме всего, существуют кладбищенские бесы. Это не самое такое лучшее место, мягко говоря. Не только потому, что там люди умерли не от хорошей жизни, да, кто-то погиб, кто-то кого-то убили, кто-то сам ушел добровольно, кто-то от болезни мучился, умер и так далее. То есть там энергия не самая положительная, совсем не положительная. Кроме всего прочего, там еще есть неупокоенные души, их много. Там есть недовольные души, которые недовольны, потому что их потревожили или родственники не приходят. Там есть безымянные могилы. Хотя их души могут быть уже давно в иных мирах, но время от времени они могут приходить туда. Там не самые лучшие силы, и поэтому не то, что оттуда амулеты и талисманы брать нельзя ни в коем случае. Оттуда вообще ничего нельзя брать. Даже свои вещи потерянные там нельзя забирать домой. И все регионы, в которых там традиция была на Пасху или иные церковные праздники ходить, есть конфеты, которые оставляют на могилах. Некоторые вообще собирают сумками, уносят домой. И я вам скажу, что вот все люди, у которых детство прошло с этим, никто вам не скажет, что они счастливые. У них все внутренности больные, 1000 раз операции делали. Многие из них спились и ушли давно. Вот кто вот ходил и так ел. Потом, забирая с могил еду, обрекают себя на нищенскую жизнь. И много чего нехорошего. Поэтому касаться вообще кладбищенскому миру никак не стоит. Даже, еще раз повторяюсь, даже люди, занимающиеся магией, то есть профессионально занимающиеся, и то они избегают, то есть не переходят грани и без очень острой необходимости вообще не тревожат духов кладбища. А тут тем более постоянно ходить, постоянно там сидеть, постоянно оттуда какие-то заряженные, так называемые, амулеты и талисманы или еще что-то приносить. И это вообще безумие. Неадекватно это все. И ничего хорошего из этого не следует. Будьте осторожны. Дальше. В мировой литературе есть рассказ про вампиров. Существуют ли такие? Или это художественный вымысел? Существует. Есть определенная болезнь. Не помню, как называется. Если вспомните, можете написать. Это боязнь света. Кроме всего прочего, они нуждаются в крови. В древние времена они заказывали у мясников кровь животных, да и сейчас тоже. Кровь – это не только жидкость, в которой много железа. Кровь – это носитель генетической памяти.
люди, которым делают переливание или делали, вам скажут, что после переливания крови у них начали меняться привычки, что они начали видеть какие-то яркие красочные сны из себя в роли других людей. И у многих судьба поменялась и в хорошую, и в плохую сторону, по-разному. Кровь – это носитель нашей генетической памяти. Кровь – это присоединение к нашему роду. Человек, который принимает разные крови, есть люди, которым переливают плазму, кровь и так далее. Но это тоже получаемо из крови, естественно. Переработанная кровь. Этот человек привязывается ко всем вот этим родам, откуда люди, то есть тех людей, кто сдал кровь. Он не становится частью, но имеет привязку. Это как вот невидимая нить. Потом берет на себя определенный груз его проблем и определенные привилегии его хороших поступков этого человека. Отчасти становится носителем его судьбы. Никуда не денешься, это есть. Поэтому во многих культурах кровь спускают. Вот то же самое халяльное мясо, которое в исламе, в иудаизме есть. Кровопускание. Это не просто так делается. Чтобы никакой носитель генетический не перемешался с твоей генетической памятью. И с кровью там готовить или кровяная колбаса и так далее, она появилась больше в Европе изначально. И во многих странах она запрещенная. Потому что в крови находится душа человека. Так говорили в древние времена. Душа это не в буквальном смысле, а там находится информация, наша фантомная информация. То есть все наши страхи, радости, чаяния, мечты и так далее находятся, вот эта информация находится в крови в том числе. Ну, с другой стороны, если так подумать, какая-то правда в этом есть, потому что если у человека полностью кровь стекается, да, вытекает из организма, человек умирает. То есть душа уходит вместе с кровью. И, значит, вампиризм. Почему они пьют? Вот эта сила чужого рода дает им возможность продлить свою жизнь и получить силу жизни. Были такие случаи, когда исцелялись кровью, когда человеку поставили нехороший диагноз, и какой-то знахарь сказал, что ну, вот именно ему подходит лечение кровью. Он попросил, и родственники начали по очереди сдавать кровь. И он время от времени пил эту кровь. И он исцелился. Я не говорю, что вы это взяли как инструкция по выживанию, нет. Но там была какая-то болезнь, которая лечилась именно кровью. Не знаю, какая, не уточняла. Так вот, вампиризм. На Руси их называли вурдалаки. Потом вурдалаками начали называть оборотней в том числе. Другие, например, южные славяне не называли стригои. Из слова филин, ночная птица, стригой. Некоторые говорят, что поскольку в древние времена подобные болезни не лечились, поэтому таких людей принимали как не очень нормальных, это мистифицировали и так далее. А вот это на самом деле вот та самая болезнь, которая связана со страхом солнечного света, значит, и прочее. Но вампиризм, понимаете, мы буквально понимаем, есть вампиризм вытягивание людей, энергии человека, вот таким ментальным способом, когда человек с тобой разговаривает, улыбается, ты моя хорошая, ой, да что ты говоришь, а как у тебя дела, как давно
не виделись, рассказывают, что там нового, как, что. Ты приходишь домой, и как будто тебя выпили, ты обескровила. И очень долго восстанавливаешься. Вытягивает у тебя жизненные силы, просто энергию, здоровье. Это тоже вампиризм, это существует. Бывает дома человек такой, бывает свой ребенок такой, обладающий способностью вытянуть все жилы. Некоторые, например, плачутся, часто жалуются на свою судьбу и забирают у вас жизненную силу и долю. Забирают долю вашу и сами отдают вам свою неустроенность жизни. Это вот такие профессиональные плакальщицы. Они тоже некая такая разновидность вампиризма. Но если те, которые нуждаются в человеческой крови, и были ли за историю такие, хотя графа Дракулу, знаменитого, европейцы сделали вампиром, потому как завидовали ему господарь Валахии, один из величайших патриотов своего времени, который так любил свою страну, свой народ, и такой порядок навел, что возле каждого колодца стояла золотая чаша, из которого пили, и никто не смел ее украсть, потому что знали, что наказание будет очень страшным. Вот такой он был сильный человек и боролся с турками до последнего, охраняя и защищая свою страну. И, как правило, его предали, конечно, свои. Как бывает чаще всего, да, сильного человека предают именно близкие. Тогда вот могут его одолеть. Этот образ вампира создали именно потому, как он не шел на компромисс, так как он не давал купцам и народным торговать, как они привыкли, за малую пошлину, и больше развивал свою экономику. И в отместку из него, вот из его образа создали вот этого вампира. На самом деле это, конечно, чушь собачья. Он был, конечно, очень жестокий человек, калосажатель его называли. Но этот жестокий человек, просто, во-первых, он был в турецком плену всю свою юность. И те художества, которые он там видел, они послужили тому, что он ожесточился. Во-вторых, он был очень нежный, любящий муж, который обожал свою жену. И когда она покончила с собой во время взятия крепости, чтобы не достаться врагу, он чуть с ума не сошел с горя. То есть, с одной стороны, он был жестокий человек, с другой стороны, был просто безумно влюблен в свою супругу и в свою родину, понимаете? В нем это сочеталось, и никаким вампиром он не был. А дальше уже Голливуд сделал свое дело и создали этот вот образ вампира. Были такие оккультные организации, в которых нужно было пить кровь. Были такие организации, в которых жертвоприношения были человеческие. Например, культ черной кали, которую, кстати, Индира Ганди запретила. Закрыла эти все храмы, и через некоторое время на нее совершили покушение, убили ее. Потому что ее культ есть и просто Кали-Шакти, есть черная Кали, которая, собственно, вот людоедство и прочее практикуется. Это тоже относится к вампиризму. И именно вот такие люди, которые кидались и пили бы кровь, есть, конечно. Есть, но если в древние времена это были люди, обладающие какой-то силой и знаниями, и выпивали жизненную силу других людей и продлевали свою молодость, как, например, Элишбета Батори, дочь Стефана Батори, который был соратником
графа Дракулы, она действительно купалась в крови. И это реальность. Обезумела, видимо. Она была очень красивая женщина, выглядела очень долго молодо. Но когда потом поняли, узнали, нашли трупы служанок и увидели их обескровленные тела, поняли, что происходит, ее заточили. Говорят, что ее душа не нашла покой, и она там криком кричала после смерти, но за нее никто свечку не ставил, и вот она до сих пор мучается. Это тоже вампиризм. Наша известная Салтычиха, которая мучила, убивала сколько-то там сотен своих, значит, крепостных. Это тоже вампиризм. Болью людей наслаждаться, насыщаться их энергией, их страданиями. Тоже вампиризм. Но если в древние времена, повторюсь еще раз, это было внутреннее, вот это было дано, и больше было связи у людей с потусторонними силами, пусть и с темными, и с любыми. То есть они получали эту вот энергию, эти наставления, получали эти, как бы сказать, эту информацию, что и как им делать, каким образом, и выполняли, то в наше время это скорее уже психическая болезнь, чем какая-то потребность или данность, или рождаются вампирами, нуждающимися в крови там кого-либо. Сейчас это может быть только ритуальные вот такие действия, которые, скажем так, в кругах, да, магии, знатоков магии совсем не оправдываются и осуждаются как очень темная сторона, которая не должна быть, и она не нужна. Ну, нет в этом никакой нужды, в выпивании крови людей и прочее. Нет в этом никакой-либо нужды. Это уже ничего не дает и никогда не давало. Но говорю еще раз, тогда, если были те, которые это делали для каких-то ритуальных жертвоприношений и прочее, и это давало им силу, то вот такая ветвь людей генетическая уже давно не существует. И если сейчас кто-то это делает, это уже, скажем так, психически больные люди. Их надо изолировать, лечить и лучше никогда не выпускать. Потому что это уже совсем иное, чем в древние времена. Но вот именно вампиры как таковые, они были, да, были. Сейчас, может, и есть, но именно в том качестве, в котором были в древние времена, навряд ли. Сейчас вот именно вот эти вот психически больные люди, может быть, есть. Надеюсь, их мало. Дальше. Можно ли использовать достижения современной парфюмерии в магии? Как воспринимаются качественные ароматы миром духов, богами? Вы знаете, сейчас парфюмерия, ну, если только вот арабские масла, например, там, ну, или иные масла, чистые, прям сделанные, вот, за основу духов в основном масла и берутся, и там перемешиваются различные запахи, там уже и химия идет. Если чистое масло, тот же бахур, который зажигают и прочее, для чего они это делали? Не для аромата, не для приятного аромата в доме. Чаще всего это делали для того, чтобы изгнать злых духов, злые силы. Считалось, что они не переносят этого запаха, и для них это как, ну, действует так мучительно, и они оставляют и уходят. Но настоящие, если найти, даже среди благовоний есть, знаете, некачественные, от которых потом голова болит, а есть качественные. Тот же фомиам, который окуривали, ставили. Ароматами наслаждаются духи, посланники этих сил. Но вот те ароматы, которые сейчас современные духи, навряд ли они приятны им. Потому что масла и духи вообще натуральные, настоящие, это сбор
то есть силы, энергии трав, земли. И, естественно, они обладают этой энергией, тоже в том числе, и насыщают эти силы. А силы приходят забирать какую-то энергию. Им нужна энергия для дальнейшего существования в мироздании. И вот окуривание, зажигают там, ставят благовония, какие-то еще. Тот же самый, ой, забыла, представляете? Ладан, да. Это вообще очень древнее изобретение человека. Не сейчас, не только с появлением христианства. Тот же самый ладан, он тоже обладает этой силой, этой энергией, поэтому используется. Но современное столько перемешано химией. Именно вот эти духи, которые навряд ли они представляют интерес для духов. А чистые, натуральные, если там розовая вода, масла какие-то, ароматы натуральные, настоящие, да, они воспринимаются энергиями, силами, отправленными от богов, они воспринимаются очень положительно и являются для них источником энергии. Если вот в таком контексте рассматривать. А так мало уже натурального, вы сами знаете. Встречаются ли в истории случаи, когда ведьма или колдун занимались политикой, занимались политическими интригами, будучи вхожи в высший свет и прочее? Да, очень много историй. Во-первых, могу привести, например, пример той же Соломеи Сабуровой, жены Василия Гаврила, нашего великого князя, отца Ивана Грозного. Нерожалая Соломея, которая обращалась к знахарям и прочее. Но они ей говорили, что у нее не будет детей. Но понимаете как, тогда не было генетики. Тогда они могли вычислить, что, например, вот от этой женщины и от этого мужчины там у них совместный ребенок не может быть. Но если они там с другими проведут ночь, то получится. Поэтому вот Соломеи не было детей. Говорят, что она, когда ее изгнали в монастырь, потом она родила ребенка. И когда у нее пришли, спросили, есть ли у нее ребенок, чтобы она показала, она сказала: не покажу вам никогда, но знайте, что он есть, и он вырастет и будет за меня мстить. И, мол, этот мальчик стал потом разбойником. Но это на уровне слухов, не доказано в любом случае. А вот вторая жена, точно так же, мать Ивана Грозного, Елена Глинская, она тоже очень долго не могла родить ребенка. И потом с великим трудом родила. Поэтому многие сомневались, что Грозный сын своего отца, хотя зря сомневались, потому что он очень похож на свою прабабушку Софью Палеолог. И нос, и тип лица, вот просто копия. И тогда прибегали к помощи знахарок. Многие великие княгини для того, чтобы заговорить кровь, для того, чтобы заговорить какие-то болезни свои прибегали. Естественно, эти колдуны, ведьмы, они были схожи в палаты, они уже занимали определенную должность. В каждой уважающей себя, скажем, в каждом дворце европейских королей и заканчивая восточными деспотами, были свои астрологи, которые составляли и говорили там, то есть полностью, что должно быть, и преподносили. Потом Нострадамус, который дружил с Екатериной Медичи и, между прочим, помог, отчасти вылечил ее, она смогла родить детей друг за другом, хотя вообще не могла родить. Диана де Пуатье познакомила их
Потом Екатерина стала покровительствовать Нострадамусу. Семья Медичи покровительствовала ему, кроме Екатерины, во многих начинаниях. То есть, пожалуйста, вот дошел до определенных высот. А именно магией, то есть заниматься политикой. Ну вот, например, один шарлатан по имени Распутин, а он действительно был шарлатан, не имел никакого отношения к магии и вообще к людям силы, смог настолько убедить царицу, не очень умную, зная всего лишь там народные какие-то заговоры, останавливающие кровь, но поскольку они были далеки от народа, даже по-русски разговаривать нормально не умели, естественно, они не знали, что это обычные бытовые заговоры. И она его просто восприняла как святого, можно сказать. Тоже дорвался до власти, лез туда в политику и прочее. Многие коронованные особы занимались магией и поднялись до уровня престола. Одна из них Екатерина I, жена Петра Великого. Говорили, что она очень хорошо владеет магией. Поэтому полностью, можно сказать, подчинила его себе. Говорили об этом про Хюррем. Говорили об этом, то есть подозревали в этом Кёсе. Потому что это женщины, которые просто, можно сказать, с нуля поднялись до самых вершин власти. Таких историй много. То есть исторических персонажей таких множество. Та же самая Халиме Султан, которая занималась магией, абхазка по происхождению, и мать вот того безумного султана, значит, как его, Мустафы. Это в фильме, там их убили, и они там рано ушли. А на самом деле она прожила до глубокой старости, и ее сын в том числе, невзирая на все и вопреки тому, что Мурат вообще, можно сказать, истребил весь их род практически, еле спасся один Ибрагим, и тот с ума сошел со временем. Вот Мустафа и его семья дожили до старости. Что это, если не магия? У власти, да, у власти, она была у власти. И таких примеров великое множество. А что касается, занимаются ли политикой, ну вот профессионально, если заниматься, ну, наверное, занимаются, но они уже не афишируют свою вторую способность. А если они именно вот ведьмы, колдуны, астрологи, то уже, конечно, профессионально не занимаются, но свои взгляды иметь могут, почему бы нет. Та же самая Бона Сфорца держала целый штат колдунов и ведьм. И когда она их изгнала, решив, что она уже всего добилась и не нуждается в них, вот изгнала их, через некоторое время ее отравили. Она просто ослабла. А это была ее сила. Она добивалась всего благодаря колдовству и магии. Далее, можно ли при проведении ритуала использовать несколько благовоний? Бахур иногда затухает. Можно ли зажечь, например, палочку для подстраховки? Можно хоть разные, если там не указано конкретно, какая трава должна быть или что, можно на свой вкус хоть сотни разных благовоний зажигать, если у вас здоровье позволяет, потому что это немножко трудновато, потом начинает голова болеть. Оно забивает сосуды, это тоже будьте осторожны. Никогда не берите китайские дешевые благовония. Это опасно. Лучше возьмите хорошие, дорогие. Они, во-первых, долго сохраняют запах, аромат. И они безопасные. Они как бы... А есть прям вот пахнут, как кутрон, как будто зажигают. Если случайно прожглась немного алтарной ткани, ее больше нельзя использовать, пока не куплена замена. Как долго приблизительно можно использовать золотую, зеленую, красную алтарную ткань? Вот можете использовать хоть всю жизнь, если они остаются чистыми, красивыми, и вам приятно, и силам приятно это стелить по новой, убирать, и используйте сколько угодно. Особенно
ткани, которые для просто вызова денежной энергии, они пропитываются этой энергией денег. А вот черная ткань для чисток, нет, можно использовать, если там немножко обожглось, ничего страшного. Но если для чисток вы используете эту ткань, со временем ее лучше, конечно, убрать и поменять, потому что она впитывает в себя постоянно эти чистки. Эта энергия уже отрицательная. Ну, можете ее разрезать и использовать, например, в каких-то ритуалах нужно выносить в черной ткани там соль, еще что-то. Можете просто использовать с пользой точно так же. Смотрите сами по обстоятельствам, как это убирать. А для удачи, для денег и прочее, если они не портятся, эти ткани, если бережно пользуетесь, можете использовать сколько угодно. Может ли ношенное украшение с искусственным камнем, если это подарок, например, иметь негативные последствия для человека? Будет ли носить такое украшение ведьма или колдун? Искусственным камнем? Ну, смотря что там вкладывается, какой смысл. Если нужно просто, чтобы металл был благородный, там золото, серебро, например, что еще, платина. Если нацеленность на благородный металл, например, то неважно, какой там камень. Если нацеленность на камень, чтобы камень был настоящий, то, конечно, лучше камень, чтобы был настоящий, а не искусственный. Но теперь ношеное украшение с искусственным камнем, если это подарок, может иметь негативные последствия для человека. Если человек отправил просто подарок или подарил с желанием просто сделать приятно, нет, почему? Никакой негативной программы он не носит с собой. Если он скинул что-то туда и подарил, то может быть, да. Но если человек сам по себе не сильный, ну вот, например, ведьмам это ничего не сделает. Наоборот, накажет того, кто пытался что-то там скинуть или начитать. А обычному человеку, да, лучше у проверенных людей брать подарки, потому что обычному человеку скинуть такое могут вполне. Если только вот так, в таком формате. Что известно по поводу кровавых жертв в язычестве в прошлом и настоящем? Вы знаете, в язычестве были боги не только добрые, но и злые, и сейчас есть. Хотя религии сами по себе отрицают именно кровавые жертвоприношения и осуждают это, но если мы сядем и как бы изучим историю, то хоть официально и это осуждается, но миллионы жизней были принесены и в крестовых походах, ну, во всяких религиозных войнах. Так что эти жертвоприношения просто под видом другого, там, другой миссии были принесены. В любом случае, каждому богу это приносится. Рано или поздно, особенно могущественным богам для пополнения их армии. Как это делалось? С помощью войны во имя этого бога. Или рабов приносили в жертву, как это делали ацтеки. Или в Вавилоне, как это делали, приносили врагов в жертву. В любом случае, это было во все времена. Вы знаете, Елизавета Петровна запретила, то есть не запретила, а отменила полностью смертную казнь. Она дала обет, что если она придет к власти, она отменит смертную казнь. Лишь бы получилось прийти к власти. Она очень боялась, очень переживала. До конца жизни боялась переворотов, мучилась очень, потому что она помнила, что она сама предала свою сестру Анну Леопольдовну, которую расцеловала и заверила в том, что никакого бунта она не планирует, и даже близко такого нет. И потом ночью пришла к ней и сказала: пора вставать, сестрица.
забрала ее ребенка, заточила в крепость, и он всю жизнь там был. Она мучилась. Она мучилась угрызениями совести, ничего не могла поделать. Понимала, что это власть. Власть требует жертвы. Но она это сделала, и поэтому, с одной стороны, она отменила смертную казнь. Но столько войн она вела, и стольких положила на полях сражения, что в любом случае она эту жертву принесла. Друзья мои, есть такие силы, называются стражники власти, хранители власти, понимаете? И эти хранители, эти стражники власти через людей, через силы, через обстоятельства требуют жертвы. И тот, который сидит у власти, он их приносит. Каждый сильный правитель при нем, или война начинается, или бунт начинается, он эту жертву приносит. Хочет он этого, намеренно делает, или его обстоятельства толкают на это. Но в любом случае он этим хранителям власти приносит жертвы. И поэтому он и держится, и долго остается там. Это называется гавах, это называется страдание людей, мучение людей. Это души, которые уходят туда, пополняют армию этих богов. Это жертва. В языческое время было то же самое. Просто в отличие от нашего лицемерного времени, где нет, это никогда, такое нельзя, неприемлемо, но зато у нас постоянно религиозные противостояния, которые уносили и уносят миллионы жизней, правда? Оно есть. Хочешь это называть жертвоприношением, так получилось, война началась. Но оно есть, ушли, кровь отдана, кровь пожертвована. Никуда не денешься. Во всем мире это происходит. Время от времени. Время от времени сильные души, которые еще должны жить, молодые, полные сил, уходят. Так вот, в те времена просто об этом открыто говорилось и жертвовали этих людей определенным злым богам. Злым богам жертвовалось для того, чтобы остальные жили хорошо, к сожалению. А сейчас эта жертва забирается только через войны, через конфликты, через горячие точки. То же самое. Так что после язычества особо-то ничего не поменялось, и кровавые жертвы есть. И остались. Если тогда одного-двух приносили, сейчас эти боги уже требуют больше крови, если вы заметили. Так вот, есть, я не помню сейчас, остров, есть определенный праздник злой богини. В этот день на этом острове, это один из индонезийских, по-моему, островов, приносят огромное количество, коров в жертву, в основном, тёлок. Огромное, если с космоса снять, например, эту картину, это страшная картина, реки крови. Почему? Богиня сказала: не хотите, чтобы я забирала ваших сыновей? Дайте мне другую кровь, жертвенную. И вот они каждый год приносят эту жертву. Весь мир осуждает. Осуждает. Но этот народ, после того, как начал приносить эту кровавую жертву, у них войны прекратились. Народ уже без войн живет. Но эта кровавая жертва приносится. Она будет забираться, эта кровавая жертва, как хотите. Почему перед войной приносили в жертву быков тому же Юпитеру или Аресу, богу войны? Чтобы жизни солдат сохранить, отдавали взамен другие жертвы. Я помню случай, который случился и со мной, и с другим человеком. Несколько таких случаев похожих, когда попали под автобус огромное количество баранов, и переживающим людям начали сниться. Потом у меня тоже такое было в детстве. Но я сейчас говорю о других случаях. Начали сниться какие-то силы, которые сказали: не надо плакать, вы должны были погибнуть в том автобусе. Эти бараны отдали свою жизнь добровольно за вашу жизнь. Они пошли и пожертвовали собой.
Поэтому или вы, или они. Кто-то из вас должен был уйти. Почему, например, вот эта языческая традиция матах, так называется на Кавказе, в частности у армян, у грузин тоже это есть. Когда они обещают, что сын, который на войне, если он живой вернется, я принесу в жертву корову, но не корову не приносит, быка, обычно самца, быка приносят в жертву. Там, если, например, какое-то происшествие было не очень страшное, петуха приносят в жертву, и ты не должен есть оттуда ничего. Вот принесли в жертву и полностью все раздают. Мы в детстве так много раз к нам выходили, бабушки приносили нам куски вареного мяса. Нельзя его ничем, ни специями, ничем. Вот этот аромат должен идти богам. Оставляли какую-то часть мяса попам, батюшкам. Голову и ноги оставляли возле храма. Потом это собаки уносили, это уже природе отдавали. А остальное мясо нужно было сварить. Единственное, солить можно было все. И раздавали всем. Это была жертва. Что это такое? Вместо жизни сына отдавали быка. Но жертвовали, понимаете? И поэтому вот эти традиции, они остались до сих пор. Просто имена богов поменялись и немного какие-то там условности. Но то, что жертвовали и жертвуют, или это официально жертвуется, или это происходит во время войн, но жертвуется, кровавые жертвы, это же не только человеческие. Но приносили в жертву, естественно, чистых животных, так нужно было. Это быки, это овцы, это петухи, естественно. Не лягушки и черепахи. Но это отдавалось. С тех пор ничего не поменялось. Единственная разница, еще раз повторяю, что в отличие от нас, лицемеров, тогда открыто говорили, для чего эта жертва, и что они приносят, какому богу и во имя чего. А сейчас не говорят. Сейчас это осуждается, сейчас этого нет, нельзя, нет. Но жертвуется через другие обстоятельства. Через войны, через конфликты, через какие-то землетрясения, катастрофы жертвуется. Все равно будут забирать они свою жертву те самые боги тьмы, которые есть, были и будут. Как хотите, их называйте. Дальше. И, наверное, последний вопрос на сегодня. Сейчас отмечу. Значит, если ведьма в какой-то момент жизни приняла крещение в христианстве или посвящение в другую современную веру, а потом стала осознанной язычницей, как ее прошлое может сказаться на ее силе и связи с миром духов и богов. Вот смотрите. Многие пришли в ведовство после христианства или ислама. То есть изначально родились эти люди, их крестили или там провели иной обряд. Проходит время, они взрослеют, они по-другому смотрят на мир. Все, они хотят прийти в мир магии. Им кажется, что это их влечет, и некоторые из них действительно обладают силой, да, и такое есть. Просто родители, не спросив, как бы окрестили. Если они оттуда приходят в магию, это одно. Хотя самые сильные считались те, которые никогда не носили крест и которые не крестились. И крещенные. Меня хотели несколько раз покрестить. Один раз друг моего отца настаивал на этом. Я приеду обязательно. Я не хотела. Я внутри сопротивлялась. Мне это не нравилось. Я видела, как там эти батюшки крестят на них, там мажут это мирну. В общем, мне это не нравилось. Не хотела я. Ну, не просто так, видимо. Но он сказал, что вот к какому-то празднику, я не помню, приеду, обязательно покрестим детей. Он сломал ногу. Еще так сломал, что долгое время не мог встать.
Потом другой человек тоже хотел покрестить, у него какие-то проблемы случились, он не смог приехать, все. Вот 3 раза это обошло меня стороной. Я не носила никогда крест, не осеняла себя крестным знаменем, я не крещенный человек, я абсолютно далекий человек от религии. У меня не закрывали родовую память, что потом я потихоньку это открывала там с помощью ритуалов. У меня не было нужды, у меня открыта эта связь, понимаете? Это сильные люди. То есть именно в ведовстве это сильные ведьмы. Те, которые оттуда пришли, они вот такими сильными никогда не станут. Это не из-за того, что там бахвальство, это реальность. Они уже никогда не станут такими сильными. Их сила уже была связана один раз. И их память рода была закрыта. Потом потихоньку открывается. До такой степени она не откроется, они будут среднее звено. Но могут быть, если они оттуда пришли. А если человек уже был в магии, потом ушел, там покрестился или что-то еще сделал, потом опять решил вернуться, он не нужен, этот человек, ни духом, ни богам. Он уже не нужен, все, отработанный материал. У него ничего не получится. Не в том... Они вообще не любят, когда ведьмы начинают то ли со страха лебезить перед религией, вот начинается гонение, они начинают, ой, вот я очень верю, на самом деле я очень уважаю, почитаю и так далее. На 3-4 стульях никто усидеться еще не мог. Наоборот, лишают полностью защиты, и тогда не сдобровать, не спасает вот это вот жополиство, понимаете? Не спасает. Силы уважают сильных ведьм, людей, у которых есть стержень, которые до конца идут за своими принципами и защищают свои принципы. И поэтому они уже не нужны. Если они были в магии, потом ушли в христианство, покрестились, потом обратно вернулись, они не нужны ни христианству, ни древним силам, никому. У них ничего не получится больше, все. Они для них уже мертвая душа, вычеркнутые. Ничем не помогут. Вообще никак. Даже как у обычного человека не будет удачи. Ничего не будет. Надо думать много раз. Не скакать туда-сюда, думать. Каждый шаг должен быть обдуманный, взвешенный. Поэтому либо не уходите туда-сюда, либо ушли, не возвращайтесь. А вот туда, обратно, сюда и так далее, как говорится, ни Богу не нужны, ни черту, никому. Вот на сегодня, мне кажется, достаточно. Я продолжу, конечно, эту серию работ, лекции. А пока прослушайте, переварите эту информацию. И еще раз напомню, слушайте полностью весь цикл этих работ, этих лекций. Есть чему научиться и что узнать. Всем удачи!